Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Rustories, где я читаю для вас короткие увлекательные рассказы. Сегодня я прочитаю невероятную историю о судьбе простого шведского моряка, который совершенно неожиданно для себя стал самым настоящим королем. Итак, поехали. Необычная история шведского морехода, возглавившего племя людоедов. Карла Эмиля Петерсона, простого шведского моряка, выброшенного на берег после кораблекрушения, с большой вероятностью могли съесть каннибалы. Но судьба распорядилась иначе, и он сделался их королем. 1904 год. Кажется, что на карте Земли уже мало белых пятен, но они были и обнаруживались порой по чистой случайности. Так было и в случае с нашим героем. Грузовое судно герцог Йохан Альбрехт шло в Сидней, но корабль попал в сильный шторм. Стихия выбросила Карла на остров Табар. Сейчас он входит в состав Новой Гвинеи, а в начале века там обитало племя настоящих каннибалов. Чем обычно завершаются встречи с аборигенами Новой Гвинеи? Ничем хорошим. Если вспомнить того же английского капитана Кука. Неожиданно в пользу 31-летнего мужчины сыграла его внешность. Петерсон был типичным скандинавом, белокожим, со светлыми голубыми глазами. Для дикарей это было чудом. Они таких глаз никогда не видели и не стали сразу есть находку. Местный король Ламри решил пока приберечь моряка, оставить про запас, как своего рода консервы. Но смекалистый Карл, пока оставшийся при монаршей особе племени в качестве игрушки, проявлял живой интерес ко всему происходящему. Быстро учился, а потом оказал дикарям неоценимую помощь. Показал, как надо правильно обрабатывать землю и ухаживать за посадками, чтобы получать нормальный урожай. Он помог наладить торговлю с соседями, жителями ближайших островов. Словом, племя процветало. Довольный король выдал за шведа свою дочь. И когда через пару лет король умер, Карл на законном основании стал править островом, живя, кстати, с королевой Синга в любви и гармонии. У пары родились дети, целых 9 наследников. Спустя 15 лет королева скончалась от лихорадки. Шведский прагматизм помог белому королю сделать свой туземный народ действительно богатым. На соседнем острове он обнаружил золотую жилу, и добыча золота позволила вывести островитян на новый уровень. К тому же Карл упразднил людоедство и сделал подданных более или менее цивилизованными гражданами. Жизнь на острове была почти райской.
Но мужчина очень скучал по родной стране. И в 1922 году выбрался в Швецию погостить. Там нашел себе новую жену, Джесси Луизу Симпсон. И по возвращении с ней на остров повторил церемонию бракосочетания уже по местным обычаям, чтобы подданные признали королеву. Правда, долгой и счастливой жизнь не получилась. Уже через год Джесси скончалась, тоже от лихорадки. Простившись с могилами женщин, подданными и островом, моряк передал трон старшему сыну и навсегда покинул Табар. Обосновался король каннибалов на пенсии в Сиднее, где и прожил остаток дней, уйдя из жизни в 1937 году и навсегда оставшись в легендах островитян как мудрый и справедливый, хоть и белый король. Друзья, по-моему, действительно удивительная история. И я очень надеюсь, что она вам понравилась. Как всегда, буду рад, если вы поставите лайк этому видео или напишите комментарий. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!